Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Продолжаем сшить косметичку или сумку. Это заготовка, делали в предыдущем видео. В готовом виде у меня она получилась 34 на 54. Стежка дает усадку, я выровняла край, ну и сантиметр я потеряла. Обратная сторона у меня вот такая чистенькая. В качестве подкладки буду использовать обыкновенную ткань. Можно брать синтетическую подкладочную ткань, как вам удобней. Складываю заготовку пополам, проверяем, все края у нас, уголки на месте. И так как она у нас будет объемная, мы будем делать, смотрите, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6, все зависит от объема, какой вы хотите достичь. 4 это у вас не готовый вид, у вас готовый вид будет 8 сантиметров, дно и верх. Если по низу у вас не проходит шва, а вот так целый, то мы берем 5 на 4 прямоугольник. 1 сантиметр у нас уйдет на шов и получается 4 на 4. Если у нас внизу проходит шов, то делаете квадрат одинаковый. Что вы решили, какие размеры? Вырезала уголки внизу и наверху, подложила подкладку и по верхней заготовке отрезаю нашу подкладку. Она будет у меня на молнии. Вот обратите внимание, 2 брючных молнии, по идее, как раз подходит под размер. Но, смотрите, это юбочная молния. Тонкие, видите, звенья, она нам абсолютно не подходит. Она очень быстро сломается. Тем более у нас плотность большая. И потайная молния. Потайная молния всегда вот с такой капелькой, но она вшивается по-особенному. И такая курточная молния. Здесь широкие звенья хорошие. Вот ее можно использовать. И брючные молнии используем. Под мою работу, конечно, подходит белая молния. Но черная у меня 20 сантиметров, белая 18. Она у меня короткая. Мне придется вшивать или черную молнию, или курточную. Черная молния для меня тоже коротковато. И смотрите, что я делаю. Примерно вот так отрезаю. И сюда я вошью 2 полоски ткани, делю их пополам. С одной стороны и с другой. И пропускаю строчку. С одной стороны и с другой. Пришивать ткань. Такой вариант хорош, когда у вас не хватает молнии или очень грубые звенья, чтобы они у вас не попали в строчку, в машинку, чтобы вы могли беспрепятственно прошить. Выравниваю, чтобы у нас была длинненькая полоска, и пришиваем молнию. Заготовку из молнии приложила к верхней части. И лишнее я отрезаю, чтобы они нас не смущали, потому что мы можем начать сшить, и у нас получится здесь большой отрезок ткани, а здесь его или не будет, или совсем мало. Надо, чтобы было ровно. Берем лапку для пришивания молнии. Молнию выкладываем собачкой вниз к вашему изделию. Сверху размещаете подкладочную ткань и пропускаете строчку. Вшила одну сторону молнии и проложила строчку. Это называется отстрочка. У меня получилась одна сторона. Вот. Для чего нужна эта строчка? Во-первых, подкладочная ткань у вас не будет западать в молнию. Теперь берем, вот так накрываем одну сторону и подкладка. И также прокладываем строчку и отстрочку. Когда мы прошиваем вторую часть молнии, у нас верхняя часть и подкладочная, они у нас отдельно. Все, молнию вшила. Сделала вот такую полоску. Край завернула вовнутрь, пропустила строчку. Она у меня длиной 20 сантиметров. Складываю пополам, разрезаю. Это будет у меня держалка. Получается 10 сантиметров. И 10 сантиметров мы складываем пополам. По сантиметру уйдет на шов. И я думаю, нам хватит. И теперь пришиваю вот сюда. С одной стороны и с другой пришиваю я сразу. Потому что потом можно будет забыть. Если это сумка, у вас какая-то есть фурнитура, то не забывайте сразу цеплять.
Держалки прошила 2 раза. Обязательно прошиваем несколько раз, потому что вы за них будете дергать. И несмотря на то, что здесь будет еще дополнительная строчка, они могут вырваться. Вот это все нитки мы с вами отрезаем. Теперь выворачиваем заготовку, совмещаем наши уголки и прокладываем строчку по бокам, если надо, внизу. Но в подкладке мы оставляем отверстие для выворачивания. Если у вас здесь шов, вы с 2 углов его прошиваете и внизу оставляете. Так как у меня здесь низ глухой, я буду оставлять сбоку. Проложили строчки, оставили отверстие для выворота. Не забывайте с краю делать закрепки, потому что когда будете вытаскивать сумку, вы все порвете. И теперь мы делаем уголки. Можно сюда сделать булавочку, пометочку. Мы раздвигаем и прокладываем строчку. Вот наш уголок. Так делаем со всех сторон. Там, где у нас молния, у нас получается в середине проходит молния, здесь подкладка, здесь заготовка. Мы с вами также подкладку и заготовку соединяем вместе, чтобы у нас швы вот эти все совпадали. Швы в разные стороны, потому что будет уплотнение. Если ваше изделие предполагает, что было все идеально, и вам нужно будет проутюжить шов, проутюжьте его сразу перед прошивом уголков. Смотрите, какие коробчонки у нас пузастенькие получаются. Чем шире вы делаете размер, тем она у вас получается объемнее. Не забываем делать закрепку. Нитки, если надо, завязывайте узелок. Теперь выворачиваем через наше отверстие. Убираем все вот это вот лишнее. Вещь также должна быть хороша как с изнанки, так и с лица. И, девчонки, не забываем, когда мы будем делать вообще выворот, когда мы шьем, у вас молния должна быть открыта. Если молния у вас будет закрыта, вы не сможете все это дело вывернуть. Будьте внимательны. Прежде чем зашивать техническое отверстие, выворачиваем, проглядываем, все ли у нас в порядке здесь, потому что распустить никогда не поздно. Выпрямляем все наши уголки. Если нужно, отпариваем. И все, вытаскиваем подкладку и зашиваем. Зашиваем мы просто. Необработанный край заправляем вовнутрь. Вот так складываем. И просто поверх прокладываем строчку. Не забываем также делать закрепки. Все, девчонки, шила. Мне очень нравится. Просто очаровашка. Единственное, немножко мои лебеди вниз уехали. Но ничего страшного. Вот одна сторона, бок, другая сторона. Готовый вид получается: высота 17, ширина 24 и глубина получается 10 сантиметров. Все. Если нужно больше, делайте больше. Вот так у меня получилось. Мне нравится. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Валентина. Не забывайте заходить на Рутуб, на Дзен. Это ссылки есть все в описании. Ссылку на видео, как я делала все домики, я оставлю также в описании. Но вы проходите в плейлист «Лоскутное шитье» или «Текстильная пицца». Вы там увидите много-много чего интересного. Пока-пока. Пока.